На черном образце я не стала вам показывать, как я делаю прибавки и убавки. Я это видео создала, но благополучно не сохранилось. Есть такой, называется, технический сбой. Поэтому я подготовила для вас светлый вариант образца и на нем покажу, как можно формировать выкройку крючком по готовой базовой выкройке на чертеже. Значит, мы подошли сейчас к тому моменту, когда нам нужно делать прибавку на пройму. Я сделала расчеты для своих реальных размеров, и у меня 5 рядов получилось на подъем, на увеличение проймы, и в каждом ряде я буду прибавлять 1 столбик с накидом. Видите, это у меня такой черновой вариант, это мой рабочий вариант, то есть я использовала этот лист для того, чтобы делать расчеты как прибавки, так и убавки в пройме. Здесь у меня еще небольшой расчет идет для плеча. Вот. Значит, какой принцип? Из одного столбика предыдущего ряда мы добавляем еще один, то есть мы делаем 2. Таким образом у нас здесь количество рядов увеличивается и количество столбиков с накидом. В обратном порядке, когда мы идем на уменьшение, мы также замеряем, на каком расстоянии у нас произойдет завершение нашего уменьшения. У меня это было примерно 8 рядов. Я замерила это сантиметровой лентой из вот этой характеристикой, из этой мерки обхват груди, который мы здесь замеряем. У меня получилось здесь 8 рядов, и я их разбила на уменьшение. Первые 4 ряда у меня было уменьшение по 4 столбика, то есть я брала 4 столбика и их формировала в одну петлю. И так 4 ряда вверх, но уменьшение резкое пошло, потому что у нас здесь пройма. И если смотреть, например, по вот этому образцу, если по одному ряду прибавлялись, у нас видно небольшое вот такое отклонение, да, такой вот радиус, то когда мы убираем 2 ряда по 4 столбика с накидом, то идет резкое уменьшение. Потом здесь видно, что 2 столбика я уменьшила. И сначала 4, потом 3, 2 и пошла вверх. И здесь для плеча, вот, чтобы, так как у нас не прямоугольные плечи, они у нас покатые, и чтобы не было эффект мешка на плечах, на плече тоже нужно формировать, нужно плечо формировать по выкройке. Формируем столбик, 3 воздушные петли и ввязываемся в тот же столбик, откуда мы петли формировали. Получается, мы делаем из одного 2. Так, подхожу к завершению ряда, из одного столбика делаю 2 и крайний столбик провязываю и симметрично формируем на спинке, симметрично с правой и с левой стороны. Спинка у нас будет цельная. Мы сейчас на уменьшение. Каким образом? У нас идет резкое уменьшение сейчас по пройме, и значит, соответственно, мы будем из, например, 3, да, вот если здесь смотреть по этой выкройке, по этому рисунку, из 3 столбиков формировать 1. Можно так даже схематично нарисовать. 1, 2, 3. Вот мы из 3 будем формировать 1. Вот. Значит, я для поднятия делаю 3 воздушных петли.